Все. Надеюсь, теперь меня слышно и видно. Переключила на Wi-Fi и продолжим с вами. Итак, продолжаем циклы заговоров и ритуалов. Немного времени освободилось, всего немного, но считаю, что нужно продолжать и дарить вам. А потом в итоге, естественно, эти работы появятся в книгах. Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу подарить вам заклинание Деда Миколы. Ну, мы знаем, что Николай на украинский лад, Микола или Микола, смотря в какой области человек живет и какое наречие там в основном практикуется. Вообще родина русского колдовства – это Украина. И оттуда начинается русская земля, и там более всего, скажем так, больше всего осталось развалин древних капищ, больше всего осталось книг древних, и больше всего осталось знаний. И вообще не зря говорят, на Украине каждая баба ведьма. Но там есть и были и очень сильные ведьмаки. Мы говорили о характерниках с вами. Не будем возвращаться к этому, потому что эти темы уже все обговорены и есть на моем канале. И очень много работ характерников, которые я вам подарила, еще подарю. Этот заговор ко мне попал, наверное, где-то лет 12 назад. 12-13 примерно так, когда я работала в Пскове на раскопках. И человек мне передала, она внучатая племянница этого деда, передала его заговоры, заклинания, которые, ну, знаете как, вообще мы стараемся свое не дарить, создаем и дарим, потому что все свое дарить, как говорят, учитель должен один прием оставить для себя на всякий случай. Но поскольку я взяла на себя эту ответственность и дарю людям, пожалуйста, готовьте на здоровье. Поскольку я взяла на себя эту ответственность и дарю людям, то, естественно, чем дальше, тем больше и больше хочется оставлять на этой земле. Я же говорю, нужно жить так, как будто мы живем последний день. А значит, в любое время не жаль помереть. Столько уже отдано сделано, что знаешь, что после тебя твое имя обязательно останется. Да, мне тут написали под роликами деградацию определенных особей человеческого рода. Я готовила, если помните, да, картофель по-вански. И, значит, прозвучали такие вещи, что я путаю ван с Иваны. Вот, я сама не знаю, что это такое. Я как где-то там название услышала, сама не знаю, что говорю. Послушайте меня, тупое стадо. Сваны – это народность. Они живут в Грузии. Это народность. Это один из картлийских племен Свани. Город Ван, Ван или изначально Тушпа Ван – это столица Древней Армении. Слово «ван» означает «пристанище». И если вы встретите название «ван», это есть название армянских городов и местоимений. То есть Нахичеван – первое пристанище, когда Ной спустился с Арарата. Ереван – пристанище земли или виднеется земля. Отеван, что означает пристанище или место, где можно погостить. И у армян был бог гостеприимства Ванатур, дающий пристанище. Севан, Ичеван и так далее. Слово «ван» – пристанище или место обитания человека. Так вот, я ничего не перепутала и нигде не ошиблась. Ван – это город,
Это город и столица Древней Армении некогда, который до сих пор даже в Турции остается городом Ван. Есть еще и озеро Ван, огромное озеро Ван. Если вы тупорылые, понимаете, крупнорогатые, не нужно равнять на свой уровень всех подряд. Вот я такая вообще не в себе, я перепутала с ванной, ванной, сама не знаю, что говорю. Я прекрасно знаю, что я говорю. Просто для таких животных, которые ни одну книгу в жизни не открывали, такие названия звучат в диковинку, и они стараются умничать, они стараются показать якобы свой интеллект, которого вообще нету. Никто ни с кем никого не спутал. Сваны– это народность Грузии, я должна была это сказать. А Ван– это город в Западной Армении, который до сих пор называется Ван и есть, хотя там армяне уже не живут. Вы кого решили там учить истории? Кучерявые. Придите в себя. Вы всего лишь позоритесь этим, больше ничего. Гляньте на них, такие умные. Ой, я перепутала с Ванной и Ванной, ага. Конечно, стадо, я перепутала, как же ж. Итак, дорогие друзья, начнем с того, что это вызов 6 сил, которые отвечают за казну тьмы. Это темная работа, то есть это темный ритуал. Его нужно совершать ночью. Просто я сейчас вас учу, поэтому я делаю днем. А вообще его следует совершать ночью. После 9, после 10, когда уже сумерки. Почему больше всего ритуалы на деньги совершаются в сумерки? Да потому что в сумерки темные духи сильнее. Богатство дают только темные духи. Дорогие друзья, только темные духи. Никто богатства не дает, кроме темных духов. Они отвечают за богатство, за достаток, за имущество, за золото, за удачу, за фарт и прочее, прочее. Это темные духи. И вообще в мироздании нету, скажем, белых, черных, светлых, темных. В мироздании темные и злые духи. Делятся на 2 части. Темные духи– это от слова тьма, то есть тайна, таинство, закрытость, то, что дано не всем. И зло мы знаем, мы уже говорили об этом, если кому интересно, откройте «Врата зла», ты раб или свободный. Я там все по полкам объясняю, поэтому не будем сейчас зацикливаться. Итак, вам нужна черная свеча или темно-синяя, можно коричневая, но она должна быть темная. Свеча любая для освещения. Здесь свеча не имеет значения особо, потому что его можно потом потушить и использовать в других ритуалах. Темный алтарь. Я устала объяснять, что такое алтарь. Открывайте, набирайте алтарь, ведьмина изба, и там, значит, вы увидите полностью, что такое алтарь. Давайте каждый раз я не буду с нуля объяснять. У меня уже тысячи и тысячи работ. Как вы думаете, каждый раз я буду одно и то же объяснять? Далее. Хлеб и соль. Темный хлеб желательно. Черный хлеб, темный хлеб, там бородинный хлеб, как хотите. Но не белый. И соль. Вот в одну тарелку так посыпали рядом соль и хлеб. Вы должны, то есть смысл этого ритуала в том, чтобы брататься с хранителями. Сумерки– это когда солнца нет, солнце садится и темно. Вот это сумерки. Вы братаетесь с хранителями, с казначеями темных сфер, то есть тьмы. Просите у них вам помочь. То, что это на богатую долю, дорогие друзья, это не говорит о том, что вы один раз провели, у вас богатая доля. Вы неправильно понимаете, если кто-то думает, что, то есть понимает, то есть один раз достаточно сказать и прочее достаточно, вы ошибаетесь. Денежная энергия будет подпитки нужно делать часто, постоянно. То есть вот сейчас вы сделали, это ваша доля начала богатеть, вы дальше должны делать. Мне сегодня очень порадовали, потому что очень многие написали о том, как банки им прощают кредиты и прочее, прочее. Делайте, я для кого выставила избавиться от долгов? Для кого выставила? Вы пишете мне, помогите, что делать? Я говорю, возьмите, сделайте, людям помогают, людям прощают банки, просто прощают, или каким-то образом они быстро закрывают свои эти долги. Для кого я мучаюсь до утра, снимаю и даю, чтобы вы делали. Я же не просто так вот для красоты это все даю, вот пускай будет на канале, чтобы оно было.
Дорогие друзья, я вам это дарю для того, чтобы оно вам помогало. Так берите, делайте, елки-палки, я же назвала, избавиться от долгов. Мешки красные, это вуду. Очень быстро помогает, очень быстро. Люди буквально огромные долги отдают за несколько месяцев и закрывают. Ни из ниоткуда. Вы не думайте, как должно прийти, а как получится, а как это случится. Вот так и случится. Вы сделаете и оставьте силам. Как говорит, знаете, мой дед говорил, не вмешивайся в дела Бога. Вот не вмешивайтесь в дела богов. Не ваше дело, как это случится. Вы попросили, они сделают. Для них нету трудностей. Это ты человек, тебе тяжело, тебе трудно, ты не знаешь, как выпутаться, а как это получится. У тебя, как говорят, ума не приложу, да, твои мозги не могут понять, как это случится. Но ты человек, ты обычный человек, а там божественное начало, там огромные и просто невероятно могущественные силы. Пусть они делают. Ты отдай им, ты попроси, они сами вырулят эту ситуацию. Итак, дед Микола, он жил где-то в Запорожье, точно неизвестно. Жил человек в лесах. Был знахарь или ведьмак, тоже не могу сказать точно, потому что, ну, судя по тому, что он работал с темными силами, скорее всего, он ведьмак. Но говорят, что был и костоправ неплохой, к нему шли. Может, кто-нибудь слышал о нем, дед Микола. Жил он во времена Александра, значит, первого, и умер своей смертью, естественно, в очень таком преклонном возрасте. И после него вот его родню, его детей, внуков знали люди, но никто не перенял это на себя. Кто-то что-то знал, кто-то чего-то читал, но так, чтобы еще второй дед Микола вышел из этого рода, такого нету. И вот они, переписывая, передавая друг другу его вот эти вот заговоры, заклинания. Кстати, у меня еще есть, помните, ведьмы Галины, отправленные из Украины, тоже сказали, что была сильная женщина. Вот мы ее тетради себе отксерили, и это осталось, это больше 30 лет назад. А сейчас передали. Представьте, 30 лет назад ее нету, человек умерла. Через 30 лет ее тетради попадают ко мне. Помните, я вам показывала? Вот их тоже хочу показать. Хочу все подарить. Грузинский мне попросили. Я бы даже попросила, если есть кто-нибудь, знающий грузинский язык, хотя я не всем, конечно, доверю это, но попросила бы того человека, кто передал вот это на грузинском языке, написать Яне русскими буквами это все. Объясню почему. Потому что я свой-то почерк не узнаю. Там немножко не просто узнать. Мне отовсюду отправляют заговоры. Люди начали отправлять своих бабушек, своих знакомых. Там какие-нибудь в закромах лежали. Да, если вы этим не пользуетесь, оно начинает забирать вашу энергетику, дорогие друзья. Их лучше передать, их лучше отдать. Я же честно говорю, это заговор такого-то человека, это заговор такого-то, понимаете? Я могу вот это вот деда Миколы, могла бы присвоить, сказать, это мое, но это неправда. Это заговор вот этого человека. Но вы его не найдете где угодно, потому что такие работы, они закрыты, они отдаются не всем подряд, и ими имеют право пользоваться только избранные люди. И поэтому, как вам сказать, это все будет передано. Мне еще там есть метарский заговор, еще передали очень сильную работу. Я вот думаю, как-нибудь это все показать вам. Времени нет просто. Но почему люди отправляют? Потому что доверяют тебе, понимаете? Потому что доверяют тебе. Доверяют и нет. Я не всех прошу, я говорю тем людям, которые передали Яне этот грузинский заговор, я бы попросила русскими буквами написать, чтобы я разобралась, потому что там почерк немножко непонятный. То есть, чтобы я не гадала, что за слова там есть, понимаете? И что еще? Так, давайте, не отвлекайте меня. Так вот. Такие работы, когда дома у вас лежат, даже старинные книги вот такого типа, именно плана заговоров, заклинаний, если вы ими не пользуетесь, они начинают забирать вашу энергию. Объясню почему. Эти работы не просто созданы и отданы тысячелетиями, веками. Они отдают энергию радости. Вот люди берут, человек берет, делает с другими людьми, проводит или отдает человеку, чтобы человек сам проводил, неважно.
но они берут энергию радости, понимаете? И они энергией радости питают эти сферы. Если они просто лежат и ничего не делают, никак не работают, то они начинают у вас забирать эту силу. Вот почему сказано, что такие книги для обычного человека опасны. Если вы ими ничего не делаете, то есть вот эти старинные книги, у них есть стражники. Дальше. Насчет чего? Висар, да, он очень сильный. Висар хвалят. Ведьма Ания, дальше дед Сидор, вот, значит, Марокко, ведьмака Ивана и так далее, могучий Марок. Вот хвалят эти работы, они действительно, да все они работают, просто есть работы проще, знаете, легче произнести, особо ничего делать не нужно, но оно работает прям вот на ура. Обещала вам этих 9 дочерей, сегодня я хочу кровь из носа выставить. Вы не представляете, я так устаю, вы представить не можете, сколько мне пишут, мне столько надо и отвечать, и консультация, и все такое, это все наваливается настолько, что просто, ну, вот я не могу вам объяснить, чтобы вы поняли, какая загруженность. Но в любом случае дарю, чтобы вы вышли из этой ситуации, люди добрые, надо это, надо. Итак, начнем с того, что вам нужно черный хлеб, соль, темная материя. Вот возьмете там кусочек черной ткани. Нельзя заворачивать старую вещь в этом заговоре. Объясню, почему нельзя. Потому что это не скидывайте себя несчастье, чтобы завернуть, да, в старье то, что вам не нужно, чтобы все старое, все плохое ушло. Нет, здесь по-другому. Здесь, значит, 6 монет одинаковых. В странах, где нет монет, уже говорила, покупайте камни. Лунный камень, кварц и так далее. Камнями отдавайте. Камни тоже несут энергию. Но это не должны быть обычные булыжники. Это должны быть камни, за которые вы деньги отдали. Понимаете? Вот. 6 одинаковых монет. Черный хлеб, соль, темный алтарь, темная свеча. В сумерки. Желательно после 10 вечера, уже когда солнце нормально село. Ну, летом можно даже чуть позже. Делайте этот ритуал. Потом вот это все, что останется, высыпаете на эту темную материю. Значит, завязывайте узлами, уносите, оставляйте под деревом и 6 монет. Скажу, какими словами. Все. У вас резко начинается денежный период. Потом снова, как только вот этот поток денег чуть-чуть начинает уменьшаться, снова повторять или этот ритуал, или другой ритуал. Пробуйте все. Я даю много ритуалов, чтобы вы нашли свое. У кого-то все работают, у кого-то 1-2 работают, у кого-то один работает, устает, потом другой по-разному. У вас энергии другие, у вас генетика другая, кровь другая, понимаете? Нет, ткань можно любую, можно хоть старую ткань. Просто не свою вещь. Точно не свою вещь, со своей вещью это выносить нельзя. Потому что это все-таки делается на деньги, а свою вещь выносить это все равно как свою удачу вынести из дома. Здесь не чистка, чтобы можно было старую вещь вместе с чисткой вынести. Итак, начнем. Я буду читать на украинском языке. Это определенные наречия запорожских, значит, казаков. Поэтому, если вдруг там какие-то слова вам непонятны, это не имеет значения. Вы произносите, как здесь написано. Потому что это старинный язык. Староукраинский, я бы сказала. Хотя напоминает где-то и новоукраинский. В любом случае, слова есть такие непонятные даже мне. Так. Темної ночі, як заветники творили, так і я творю. Ворота чорні відкрию, да з імлі вовой через силу вогню, через слово могутнє викликаю сюди скарбників темряві, щедрих дарувальників, моїх заступників, є їх 6. Перший везіння, друга удача, третьою найбогатшою частка, четвертая, вот прям так, четвертая, дарувальнику золота,
П'ятий щасливий випадок. Шостий достаток. З вами делю хліб та соль. Отломите кусок хлеба, макните в соль, вот так, и ешьте. Буду есть, потому что так надо. Когда говорите, за вами делю хлеб та соль, нужно есть. Браталися за вами, уклали завіт, мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити, в багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили заклято, відтепер частка моя багата. Істинно так. Дальше. Да, хлеб-соль – это братание с ними. Со временем вы замечаете, что они больше и больше вас слушают. Еще раз читаем. Темної ночі, як зоветники творили, так і я творю. Ворота чорні відкрию, да з імлі віковой, через силу вогню, через слово могутнє, викликаю сюди скарбників темряви, щедрих дарувальників, моїх заступників. Є їх 6. Перший везіння, друга удача, третьою найбагатшою частка, четвертая дарувальнику золота. П'ятий щасливий випадок. Шостий достаток. Я з вами делю хліб та соль. Опять берете кусочек хлеба, макните в соль и ешьте. Браталися з вами, уклали завіт, мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити, в багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили заклято. Відтепер частка моя багата, істинно так. Еще раз читаем. Темної ночі, як зоветники творили, так і я творю. Ворота чорні відкрию, да з імлі віковой, через силу вогню, через слово могутнє, викликаю сюди скарбників темряви, щедрих дарувальників, моїх заступників. Є їх 6. Перший везіння, друга удача, третьою найбагатшою чистка, четвертая дарувальнику золота, п'ята щасливий випадок. Шостий достаток. Я з вами делю хліб та соль. Вот опять берем, смакнули в соль и едим. Браталися з вами, уклали завіт, мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити, в багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили заклято. Відтепер частка моя багата, істинно так. Да, наверное, случай, выпадок. Случай, да, счастливый выпадок, счастливый случай, скорее всего. Ну, как фарт, наверное. Вы знаете, мне кажется, я пришла в этот мир, чтобы со всего мира собрать все знаменитые лучшие работы ведьмы, ведьмаков всех времен и народов и подарить людям. Вот ей-богу, потому что
такой объем информации, столько работ, книг, столько старинных вот заговоров, которые мне отправляются, я начинаю понимать, что вот для этого я пришла в этот мир. Ну, других мыслей у меня нету. Теперь еще раз читаем. Темної ночі, як заветники творили, так і я творю. Ворота чорні відкрию, да з імлі віковой, через силу вогню, через слово могутнє, викликаю сюди скарбників темряви. Щедрих дарувальників, моїх заступників. Є їх 6. Перший везіння, друга удача, третьою найбагатшою частка, четвертая дарувальнику золота, 5 щасливий випадок, 6 достаток. З вами ділю хліб та соль. Люблю украинский язык, точнее украинскую мову. Она звучит как ручеек. Сейчас съем и дальше пойдем. Представляете, какая сила, сколько веков этим заговором? Это же ему тоже передали. Представьте, он жил почти 200 с чем-то лет назад. А до этого сколько лет этому заговору? Может, 600-700. Браталися з вами, уклали завіт. Мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити. В багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили, заклято. Відтепер частка моя багата істинно так. Кто говорит, что это колхозный язык? Кто говорит, что колхозный язык, они сами колхозные твари. Потому что это самый наичистейший русский язык. Изначальный русский язык это и есть. Он потом деформировался, 1000 раз поменялся. Туда внедрили греческие слова, латинские слова. И дошел до нас в этом виде. Вот истинно, исконно, именно источник славянского языка, от которого пошли и польский язык, и прочие славянские языки, и, значит, говоры, да, это и есть украинский язык. Поэтому те, которые говорят, что это колхозный, это самые колхозники и есть. На этом языке говорили наши великие князья. О чем речь вообще? Конечно, это древний язык, и он достоин уважения. Поэтому у него и сила есть, поэтому заговоры на украинском быстрее действуют, потому что это древний язык, и этот язык уже как бы, ну, так слово не подходит, но чтобы вам было понятно, намоленный, усиленный язык, понимаете? Давайте дальше. Темної ночі, як заветники творили, так і я творю. Ворота чорні відкрию, да з імлі віковой через силу вогню, через слово могутнє викликаю сюди скарбників темряви, щедрих дарувальників, моїх заступників. Є їх 6. Перше везіння, друга удача, третью найбагатшую частка, четвертое дарувальнику золота, 5 щасливий випадок. Шостий достаток. Я с вами делю хлеб та соль. Опять вот так вот отломите. И кушаем. Заодно и найдитесь, если вы голодные. Не помню, сколько раз уже читаю несколько раз, чтобы запомнить. Но читать нужно 6 раз. Браталися з вами, уклали завіт, мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити, в багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили, заклято, відтепер частка моя богата, істинно так. 5 раз уже читаю, вот и отлично. Сейчас 6 прочитаю и все.
Каждый язык, он особенный. Люди, которые не понимают чужой язык и смеются, это быдло. Вам, может, и звучит для вас этот язык непонятно со стороны, но это не значит, что это смешно, понимаете? Только быдло может смеяться над чужим языком. Вы сейчас подумайте, вот если вы хотите понять, насколько необычно звучит и дико звучит русский язык для другого уха, вот вы одно слово русское берете и несколько раз произносите. Когда вы много раз произносите слово, у вас в ухе уже звучит вот именно тем тембром, вот именно в том качестве, в котором слышит иностранец твою речь. Вот смотрите. Например, любовь слово. Вот несколько раз повторяйте любовь, любовь. Когда много раз повторяете, вы уже это слово становится для вас как чужим, для уха, для сознания. И вы на секунду слышите его так, как слышит иностранец, то есть человек, который не понимает твой язык. И ты понимаешь, насколько грубо для другого уха это звучит. Понимаете? Берете любое слово вашего языка, несколько раз повторяйте до того момента, пока это слово для вас не зазвучит странным образом. И вы поймете, что чувствует, это психологический тест, я просто вам говорю, что чувствует человек, не знающий твой язык, когда слышит твой язык. И ты поймешь, что ничего смешного нет в том, что у каждого народа есть свой язык. Это вам так кажется, что это как-то не очень звучит, но для этого человека это его язык. И он может быть очень богат, понимаете? Да, да, да. Давайте 6-й раз прочитаем. Я уж наелась заодно. Темные ночи, як заветники творили, так и я творю. Ворота черные відкрив, да з імлі віковой, через силу вогню, через слово могутнє, викликаю сюди скарбників темряви, щедрих дарувальників, моїх заступників, є їх 6. Перший везіння, друга удача, третью найбагатшую частка, 4 дарувальнику золота, 5 щасливий випадок, 6 достаток. Я з вами делю хлеб та соль. Опять кусочек отломили. Вот. Кушаем. Браталися за вами, уклали завіт. Мені ваші дари відтепер мати, мені багатити, з удачею жити, багатстві всі дні свої проводити. На тому і вирішили. Заклято. Відтепер частка моя багата. Істинно так. Многие книги переделаны под христианский эгрегор. Во имя Отца, да будет так, и так далее, и так далее. Многие. Но профессионалы прекрасно видят старинные заклятия к Дажбогу, к Богу роду и так далее, переделаны под христианский эгрегор. Так что то, что там написано «раб», это не говорит о том, что это создано рабами Божьими. Это, скорее всего, создано более древними людьми. Итак, дорогие друзья, вот то, что осталось, берете. Нужно в темную материю, но если уж в крайнем случае вот нету выхода, но берите в платок обычный, но желательно, чтобы было в черной материи. Свечу надо потушить, его можно использовать потом в других ритуалах. Отнести под дерево. 6 монет положить под дерево. Вот этот вот, значит, ну что такое, сверток положить. Говорить. Мне с вами жить, богатую долю иметь. Откупаюсь за вашу помощь. Можете говорить своими словами. Отвернулись и ушли. И у вас опять начнется денежный поток.
Как только поток чуть-чуть уменьшается, еще раз, вы не забывайте, мы живем в мире конченых просто существ, отупевших. И как только у вас начинается удачный период, очень может быть и зависть, и ненависть в вашу сторону. Понимаете? Не забывайте об этом, все время помните. Поэтому как только у вас начинается что-то не то, снова проводите чистку, снова проводите, пожалуйста, рада вам подарить. Я еще подарю его работы, но чуть позже. Благодарствую. Вот. Как только вы начинаете подниматься, обязательно начинается ненависть. Не забывайте об этом, не расслабляйтесь и все время делайте как, скажем так, делайте то, чтобы вот это не осело на вашей энергетике. Все время очищая, снова призывая. Всю жизнь так надо будет делать. Деваться некуда. Но зато вы знаете, что теперь вы удачливые люди, не то, что раньше. Что теперь есть тот, кто вас слышит и кто вам помогает. Понимаете? В отличие от Бога, которому ползают на коленях, целуют иконы, и умоляют и бьются головой об стены, и все равно ему похрену, в отличие от него, ваши боги вас слышат. И это очень приятное обстоятельство, не так ли? Всем удачи, а я пойду, как обещала вам, мне уже тут по полной программе, дайте, пожалуйста, 9 дочерей. Я сказала, это в скоропомощниках, но я дам вам полный ритуал. Там шепоток, часть для таких быстрых дел, но я вам дам полный ритуал и очень сильный ритуал. И это из шаманской магии. Кстати, еще раз напоминаю, шаманские ритуалы против врагов. Откройте, посмотрите, они очень легкие в исполнении и очень сильные. Откройте шаманский ритуал. Вообще много изучайте, смотрите. Прежде чем мне написать, смотрите, потому что многие ваши эти просьбы я уже давно-давно подарила. А вы не в курсе дела, как в том фильме, да? Наука еще не в курсе дела. Все, дорогие друзья, я пойду. У меня нет времени ни на секунду. Это у бездельников сидят целыми днями меня обсуждают. А у меня нету времени, понимаете? Мне даже некогда их нахер послать, настолько я занята. Все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ.